Вот ты, дорогой друг, думаешь, что уверенность, она придет к тебе, если ты будешь заниматься боевыми искусствами. Но это на самом деле не так. Это иллюзия, в которой я тоже находился когда-то. То есть именно вот состояние неуверенности, страха, да, то есть окружающей среды, там, общения, они, наверное, и являются вот этим основным мотиватором, почему люди идут заниматься боевыми искусствами. Но это подмена понятий. Здесь иллюзия в том, что спортивные единоборства, боевые искусства, они не учат общаться вас в быту, в жизни. А эти навыки нужно проработать. То есть вы, например, можете стесняться, но при этом прекрасно бить маваши гири, да, там, бить кулаками, защищаться и так далее в зале в спортивном. Да? Но если вы будете смущаться в жизни, в реальной, как говорится, в реальной жизни, вот это смущение, оно помешает вам эти навыки применить. Вы просто не сможете их применить, потому что вы не сможете позволить себе быть таким, каким вы должны быть в данной ситуации, в данный момент. То есть просто проявить себя, взять на себя эту смелость, решительность и быть адекватным. Вот как это сделать, друзья? Как это совместить? Это нужно переносить вовне, не только из зала выносить вовне, то есть расширить свои уроки жизни. Друзья, всем ос, слушайте мой вопрос, с вами Сенсей Макс. Бывало ли у вас такое, что вы занимаетесь единоборствами, боевыми искусствами, ходите в зал, тренируетесь, может быть даже уже несколько лет, и в зале у вас все в порядке, может быть даже в спарринге у вас все хорошо. Но когда вы выходите куда-нибудь в мир, да, идете, не знаю, за хлебом, наверное, в магазин, или едете где-нибудь в автобусе, в каком-то транспорте, в метро, и встречаетесь с каким-то обычным бытовым хамством, да, какой-то грубостью, я не знаю, контролер какой-то очень такой резкий на вас наехал, да, или продавщица вас где-то нагрубила вам что-то, или в очереди вас кто-то толкнул, да, или вас пытаются как-то подрезать, да, для автолюбителей. Вариантов масса. То есть в жизни, вот в обычной, в бытовой жизни, мы часто встречаем вот этих вот прохожих демонов, да, которые бросают нам как бы вызов. И куда девается наша уверенность, друзья? Мы такие крутые бойцы, там все, значит, тренируемся 3 раза в неделю, может даже туда чаще. И тем не менее, в таких ситуациях мы попадаем в просак. Мы просто не знаем, а что делать тогда, куда девается наша уверенность. Но не бить же всем рыло сразу, да? На нас посмотрели как-то недовольно, как-то грубо, да? Сказали нам, может быть, что-то такое неприятное. И мы находимся в состоянии ступора. Наша уверенность иссякает. И мы потом гоняем очень долго по этому поводу. Типа, надо было сделать так, надо было как-то вот это вот. Но все это приходит как бы задним умом, да? Мы сильны задним умом. Нам кажется, что мы неправильно себя повели, бывают эти укоры совести, там вот эта саморефлексия и так далее, и так далее. И мы мучаемся и страдаем из-за этого. Что же с этим делать, друзья? Почему такая несовпадуха? Мы вроде бы занимаемся боевыми искусствами для развития уверенности, но по факту в простой, реальной, бытовой жизни, сталкиваясь с какой-то агрессией, с каким-то хамством, потому что агрессия может проявлять различные формы, да, в мире. Это не только физическое насилие. Все начинается обычно там со взгляда, такого очень такого неприятного, пристального, грубого такого, да, вторгающегося в ваше, так сказать, внутреннее я. И вы отводите глаза. Чтобы не нарываться на конфликт, как-то неудобно, как-то неприятно. А что такое, а что случилось? То есть мы не готовы к таким ситуациям, понимаете? Потом начинается словами какой-то замес. То есть человек посмотрел на вас глазками, вы начинаете от него как бы избегать этого контакта. И человек, который агрессивный, он понимает, что в принципе вы проявили слабость. Точнее, он так это расценивает. Может быть, вы просто не конфликтный человек, вы не желаете с ним никакой ссоры, но тем не менее, агрессивный человек и тупой достаточно, он воспринимает это как слабость. И поэтому он переходит уже к вербальной агрессии. Понимаете, сначала визуально, потом вербально. Чего ты на меня там смотришь, что ты там такой или не такой, или как ты одет, или что ты здесь делаешь. Деньги есть, а выпить, а покурить, а закусить. И вот, глядишь, вы уже вот так вот друг напротив друга, лицом к лицу. А вы продолжаете как бы пасовать перед этим, потому что тоже нету алгоритмов, тоже нету прокачки вот этой уверенности, тоже нету тренировки вот этих вот навыков, которые вам помогают быть бойцом, быть воином, также в мирной жизни. Также знать какие-то приемы, только пока не физического насилия, об этом мы поговорим попозже, а именно такое коммуникативное мастерство, коммуникативный спарринг, да, спарринг в общении. А для этого вам, друзья, нужны просто какой? Вербальный спарринг. Спасибо. Навыки вербального спарринга. То есть это простые навыки, которые мы просто упускаем из виду. Нас этому никто не научил. Ни папа, ни мама, ни дядя, ни тетя. Ну, может, кому-то повезло, конечно. Есть разные родители, разные родственники, да, которые вам подскажут. Но обычно что вам подсказывают в детстве? А он тебя ударил, да? Ну ты ему в ответ, надо его бить в ответ. Вот тебе обычно так могут сказать, да? Хотя
но это очень ограниченная стратегия, понимаете, поведение. Нужно быть гибким. Я веду это, друзья, к тому, что я готов вас обучить этим простейшим навыкам вербального спарринга и вообще просто поведению себя в ситуации, когда вы находитесь не в спортивном зале, а когда битва — это вот вся жизнь, когда вот вся среда вокруг — это ваш доджо. Это место познания себя, место познания пути, самоисследования, тренировки, практики и так далее. Так почему же мы не можем превратить всю нашу жизнь, как говорится, да, школа жизни, всю нашу жизнь в какие-то уроки, какие-то тренировки? Мне кажется, это будет очень правильным выбором. Мы не будем отделять тренировки в зале от тренировок в жизни, потому что те навыки, которые мы изучаем и приобретаем в спортивном зале, в доджо, мы должны быть готовы применить их уже в реальной жизни, потому что мы можем проспать даже вот эти все развития ситуации. Про самооборону я сейчас говорю. Вы пропустили взгляд, спасовали, вы пропустили какое-то оскорбление, слова, вы пропустили дистанцию, как к вам подошли на дистанцию разговорную, вы пропускаете захваты, толчки и так далее. То есть вы ведете себя реактивно, то есть вы реагируете на ситуацию, которая развивается сама по себе. А я вас призываю, друзья, быть проактивным. Понимаете, где-то раньше можно пресечь, где-то раньше вступить, проявить инициативу и не доводить это до физического насилия, вот этого контакта, спарринга и так далее, который, к тому же, вы можете проспать просто по той причине, потому что вы поздно, как называется, поздно зажигаетесь, поздно спохватываетесь, потому что вы думаете, что это мирная жизнь, и такого здесь не может случиться, такого быть не может. И поэтому бытовые ситуации вы рассматриваете с точки зрения именно вот то, чему вы научились в зале. То есть, ну, если он мне будет нападать, я вот тогда ударю. Но это очень ограниченный способ мировосприятия. Короче говоря, чтобы быть уверенным в быту, вы должны развивать свои эти качества уверенности в быту. Одно дело в зале, другое дело на улице. Вот я вам предлагаю пройти курс, онлайн-курс. Это очень здорово, потому что есть, слава богу, интернет, есть возможности. В любом месте, в любой точке планеты, где бы вы ни находились, всегда здесь есть я. Здесь и сейчас вы можете выйти со мной на связь, и мы можем с вами обсуждать. Этот курс состоит из нескольких психотренингов, специальных практик, которые прошли тысячи моих учеников, когда я вел эти курсы прямо вот именно так массово в офлайне, когда же шли группы, курсы там по 2, по 3 месяца. И эти курсы проходили много людей. У этих практик очень хорошая результативность, потому что многие люди, которые занимались, многие мои ученики, они реально менялись. Они реально менялись и меняли свою жизнь в плане того, что они позволяли себе быть такими, какие они есть. Они позволили себе реализовать себя. Они стали предпринимателями, стали заниматься своими любимыми делами, несмотря на то, что им окружающая среда или общество навязывало свои какие-то стереотипы, там, клише, шаблоны и так далее, и так далее. Люди стали самостоятельны, люди стали активны, и они взяли ответственность на себя за свои действия. Это очень здорово. И этот психотренинг прокачивает именно вашу готовность действовать в ситуации неопределенности, в ситуации хаоса, в ситуации стресса. Одним словом, это можно назвать уверенность. Вот. Все эти тренинги, я сейчас немножко видоизменил, они находятся вот здесь. Эту книжку вы можете прочитать уже сейчас, если вы подпишетесь на телеграм-канал. Я оставлю ссылочку внизу в описании видео. В этой книге глава номер 8, там эти тренинги уже расписаны. Эти тренинги в письменном виде, вы же знаете, что книга это хорошо, но наставник это еще лучше. Когда есть тренер, когда есть учитель, который вам подскажет, расскажет, ваш прогресс будет гораздо более качественный. Одно дело прочитать и забыть про это. Или прочитать и не так понять, и делать как-то вот по-другому. Или прочитать правильно, понять, но попробовав что-то и столкнувшись с какими-то трудностями, вы отказываетесь от этого выполнения. То есть, элементарные страхи, элементарные тревоги, мы полны этого всего, вот, зажаты каких-то там шаблонов, блоков. То в данном случае я вам предлагаю пройти онлайн-курс, то есть мы собираем группу, стартуем и вместе в Телеграме, в закрытой группе мы обсуждаем прохождение вот таких вот заданий. То есть все это будет напоминать, наверное, все смотрели фильм «Бойцовский клуб», вот примерно вот в таком формате. То есть дается задание, вы его выполняете. Идет обратная связь, отчет можно даже в видео, можно в текстовом варианте. И мы в конце недели обсуждаем это задание, общаемся с вами. Если есть какие-то вопросы, то обязательно поддержка моя. Опять же, мы переписываемся, общаемся. И раз в неделю мы встречаемся для того, чтобы обсудить это и получить новое задание. Поэтому, друзья, смотрим описание видео. Я там напишу, где находится телеграм-канал. Идем туда, подписываемся на канал, читаем эту книгу. И кто хочет заниматься на этом курсе, пройти это обучение по развитию уверенности, напишите мне. С вами был я, Макс Степанов, сенсей Макс. ОС! Я бы еще добавил, знаешь, что я добавил бы? Такая беседа классная, такая лекция, прям шикарно, да, получилась.